Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Ровно год назад я снимала видео «Жизнь в США. Мои впечатления». На тот момент я была в Америке всего лишь 1 год, поэтому сегодня я решила записать для вас видео «Мой второй год жизни в США». Что поменялось, что нового я узнала об этой замечательной стране. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Во-первых, я хотела бы рассказать вам о еде. В предыдущем своем видео я рассказывала о том, что здесь в Америке очень много органической еды, но она стоит немножко дороже, чем вся остальная. И сейчас почему-то многие говорят, что не нужно тратить деньги на органическую еду, так как это все бесполезная трата денег. Да, все мы не застрахованы от болезней. Заболеть может и спортсмен, и человек, который никогда в жизни не занимался спортом. Те же инфаркты могут коснуться и того, и другого. Но есть такая вещь, как совокупность факторов, которые увеличивают риски возникновения тех или иных заболеваний. Все мы взрослые люди, и, например, если мы будем кушать еду, в которой куча канцерогенов, а вы знаете, что такое канцерогены, а слово cancer — это те вещества, которые провоцируют возникновение рака, то вы должны понимать, к чему это может привести. Не зря говорят, ты — это то, что ты ешь. Раньше наши бабушки и дедушки выращивали всю еду в огороде, естественно, не травили ее никакими химикатами, все было натуральное, поэтому продолжительность жизни была довольно-таки высокая, несмотря на голод, на войну. А сейчас дети в 14 лет уже с гастритом, с язвой, это уже не редкость. Поэтому это ваш выбор. Зачастую люди, которые покупают органическую еду, они в принципе питаются правильно. Это просто мировоззрение человека. Если он заботится о себе, заботится о своем здоровье, то он будет покупать органические продукты и не задумываться о том, чем поливали эти яблочки, которые он сейчас кушает, и как это отразится на его детях. Теперь я хотела бы поговорить о Силиконовой долине. В этом году мне довелось там побывать, а также водить там машину. После Силиконовой долины водители Сиэтла показались мне просто душками, воспитанными, внимательными, добрыми. В конце концов, водители там агрессивные, они вообще тебе никогда не уступят. Они будут сигналить тебе, даже если ты больше чем 1 секунду стоишь на зеленом светофоре. Если ты сразу не тронешься, то все, хана тебе. Теперь немного поговорим о домах. Из чего их здесь строят, как слышно соседей. Строят их из какого-то ДСП, это очень тонкий материал, это дерево. Очень многие дома в частном секторе или невысокие дома, примерно 5-этажные апартменты в Сиэтле, построены именно из вот этой вот, как мы их называем здесь, картонные дома. Потому что слышно практически все. Слышно соседей сверху, снизу, справа, слева. Слышно каждое их движение, каждая их упавшая на пол вилка, а в некоторых случаях даже смыв бачка. Так что обычно, если просыпается один человек в доме, то просыпаются все вокруг, абсолютно все. Немножко больше везет людям, у которых бетонные перекрытия и картонные всего лишь стены. То есть вы не слышите людей сверху, не слышите людей снизу, но прекрасно слышите соседей сбоку. Ну и, конечно же, больше всего везет людям, которые живут в высотных домах, в небоскребах. Как правило, там слышимость очень плохая, и вы практически никого не слышите. Но в нашем доме только перекрытия бетонные, и стена с соседями у нас очень тонкая, хотя дом у нас высотный и считается чуть ли не лакшери. Также очень странно, что американцы могут снимать себе квартиру, даже не видя ее, по телефону, либо онлайн, уже заранее, просто посмотрев floor plan, то есть посмотрев план квартиры, могут просто нажать «Все», значит, application заполнить, заплатить депозит, заплатить за первый месяц и въезжать уже, то есть прям в какую-то определенную дату, куда они выбрали. То есть они даже вообще не видят вид из окна, может быть, не знаю, там плохое качество ремонта. Русский человек, конечно же, никогда бы, наверное, такого не сделал, если бы он на 100% не был бы уверен в том, что этот дом реально клевый. И вообще практически все дела американцы решают по телефону. Кто из нас никогда не будет говорить номер своей карты? По телефону тем более. Не. Что самое интересное, американцы также доверяют почте. Вы вообще можете себе представить, что паспорт гражданина страны можно получить просто по почте. Вы просто заполняете заявление на их местной почте, фотографируетесь там, и вам через 2 недели по этой же самой почте прямо на дом в почтовый ящик придет конвертик с вашим паспортом. Также вы получаете ID, либо водительские права, тоже также по почте. Совершенно просто и легко, не выходя из дома. В России я тоже не могу себе такого представить, чтобы мой паспорт где-то там вообще непонятно на нашей почте России, там куда-то шел ко мне, откуда-то
Не, мне кажется, его бы, наверное, потеряли, либо украли, либо набрали кучу кредитов на меня и потом бы только принесли мне. Теперь хотелось бы коротко затронуть тему об изучении английского языка. Я, скорее всего, сделаю отдельное видео на эту тему. Английский язык за 2 года, с нулевого уровня. Сейчас для меня главная проблема – это мой акцент. У русских людей очень сильный акцент буквы Т, Д. Мы очень хорошо проговариваем все. Это тоже такая большая проблема. Сейчас я стараюсь работать над произношением. В этом очень помогает разговор с самим собой, как бы это глупо не звучало. Вы просто разговариваете сами с собой, проговариваете определенное слово, в котором у вас возникают трудности. Я обязательно сниму отдельное видео на эту тему, особенно для тех россиян, которые собираются приехать в англоговорящую страну. Какие фразы вам нужно будет выучить 100%, которые вам пригодятся, чтобы не засорять свою голову лишним. Я поработаю над сценарием к этому видео, обязательно сниму его в скором времени. Теперь об отдыхе. В этом году мы побывали на Гавайях. Гавайи — это очень классный курорт на территории Америки. Нам там очень понравилось. И пообщавшись с некоторыми американцами, они имеют мнение о Гавайях очень противоречивое. С одной стороны, Гавайи безопасно, но есть небольшой минус — это дороговизна. Дороговизна этого курорта, потому что там реально намного дороже, чем, например, в Мексике. На Гавайях вы чувствуете себя 100% защищенным и можете быть уверены в том, что никто вас там не обидит. Теперь хотела бы сказать о шутках американцев. Американцы просто нереально веселые люди. Как ни странно, они постоянно ищут момент для того, чтобы пошутить. Американцу может быть достаточно 1 миллисекунды для того, чтобы придумать шутку, рассказать ее, и чтобы все вокруг начали дико ржать. Первое время я вообще минут только через 10 начинала понимать смысл этой шутки, насколько она тонкая, но это реально повсеместно, это везде. Куда бы ты ни пришел, если ты идешь в магазин, тебе обязательно кто-нибудь пошутит, либо кассир, либо человек, стоящий в очереди. Каждый день, каждый раз это происходит. Если я снимаю видео на улице, обязательно кто-нибудь подойдет сзади, начнет махать мне руками, показывать язык, там, не знаю, корчить смешные рожицы. Они настолько веселые, что этим ты заражаешься от них и тоже начинаешь придумывать какие-то шуточки на лету. Итак, друзья, это было, наверное, все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их внизу. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте видео к себе. Увидимся в следующих видео. Всем пока!